Если вы в поисках новой видеокарты по разумной цене и достойным характеристикам, то определиться с выбором поможет сервис поиска товаров e-каталог. Здесь вы сможете подобрать подходящую модель, используя фильтры по производителю, по техническим характеристикам и, самое главное, по стоимости. Сделать правильный выбор помогут обзоры покупателей, сравнение с аналогичными моделями, а также фото и видеоматериалы. Выбирайте и покупайте лучшее с помощью e-каталог. Ссылка будет в описании. Всем привет, сталкеры! Предлагаю согреть ваш холодный ноябрьский вечер нашими новостями из мира сталкерского моддинга. Смотрите в этом выпуске. Новое время. Релиз-кандидат появился в сети. True Stalker. Сводка последних новостей с процесса разработки. Край изумрудной зари. Эксклюзивная демонстрация новой игровой локации. Legend Returns 1.0. Традиционный отчет о проделанной работе. Эти и многие другие новости в подробностях смотрите далее. На протяжении последних нескольких лет проходило открытое тестирование глобальной модификации «Новое время», которая разрабатывалась на платформе «Тень Чернобыля». Разработчик время от времени выкладывал свежие обновления, которые постепенно двигали мод к релизу. 6 ноября 2018 года этот день наконец настал. Создатель модификации опубликовал в сети релизную версию, правда, к большому сожалению, багов и недоработок в ней осталось еще достаточно. Основным направлением нового мода стала сюжетная линия. Создавая новые квесты, разработчик старался делать задания разнообразными и сбалансированными. Например, поиски тайников чередуются с перестрелками, при этом имея вариативность в прохождении. По ходу игры нами будут встречены новые и некоторые уже знакомые персонажи. Действие сюжета происходит через некоторое время после событий Зова Припяти, после уничтожения осознания стрелком. Главный герой игры является обычным опытным сталкером-одиночкой, который затевает со своими знакомыми некую операцию, что, по его мнению, влечет за собой хороший заработок. Впрочем, цель в игре будет далеко не одна. Разработчик предлагает несколько параллельных историй и событий, во многих из которых предстоит принимать нелегкие решения. Действия игры развернутся на некоторых новых локациях. Одним из самых любопытных нововведений игры стала смена времен года по ходу прохождения сюжета. Игрокам предстоит пережить несколько этапов осени и зиму. Геймплей игры может отличиться за наличие оружейного пака и некоторых небольших нововведений. Графическая основа содержит в себе новую погоду и шейдеры. Подробное описание мода вы найдете на нашем форуме. Состоялась премьера небольшой сюжетной модификации на Распутье, которая разрабатывалась на платформе Зов Припяти. Автором проекта выступил разработчик короткометражного мода на болотах, вышедшего около 2 лет назад. Действия нового мода также разворачиваются на локации болота. Сюжет расскажет об охотнике по прозвищу Берг. В ходе выполнения контракта его напарник подхватывает смертельную инфекцию. Берг встречает таинственного сталкера, готового вылечить его друга в обмен на помощь. После исцеления незнакомец втягивает главного героя в поиске очень умного контролера. Прохождение игры займет около 1,5–2 часов. Добавим, что, судя по всему, разработчик уже собирается разрабатывать свой следующий проект. Автор разрабатываемой модификации «Край изумрудной зари» презентовал игровую локацию «Химкомбинат». Это 7-й из 8 запланированных в моде уровней. Как гласит официальное описание, новой локацией стал Белозерский химический комбинат, которому не повезло оказаться поблизости от эпицентра территории. Прошло 11 лет, как работавших здесь людей постигла ужасная участь во внезапно образовавшихся аномальных полях. С тех пор сюда не ступала нога человека. Впрочем, это не означает, что в тени переплетающиеся трупы брошенных цехов не теплится жизнь. Странная, причудливая, плоть от плоти самой территории. Пусть и не все согласятся, что местных обитателей можно назвать живыми в полной мере. В настоящий момент уровень готов на 75%. Через пару недель можно будет говорить об окончании работы. Как признается модмейкер, работа над локацией продвигалась очень долго, но результат оправдал ожидания.
Далее в планах автора заняться реализацией сюжета и к концу года собрать в том или ином виде 2 играбельных уровня. На официальной странице разрабатываемой модификации True Stalker появилась новая информация о темпах работ над сюжетной линией. Так стало известно, что накануне была закончена 5-я глава сюжета. На представленном скриншоте как раз запечатлен фрагмент из финального квеста. Впереди предстоит работа над 6-й главой, которая затронет окрестности абсолютно новой игровой локации. В основной сюжетной линии эта глава будет очень важной и поворотной. Авторы готовят несколько сюрпризов в области подачи квестов и сценарных приемов. На сегодня уже реализованы первые квесты 6-й главы, включающие скриптовые сцены. Сценарий одного из заданий написал создатель «Золотого шара», который выступил в проекте в роли приглашенного сценариста. Не исключен вариант того, что в дальнейшем к написанию определенных квестов будут приглашены и другие известные разработчики. Всего в игре ожидается не менее 9 глав основного сюжета. Что касается игровой локации, на которой прямо сейчас пишется сюжет, то разработчики уже собрали раннюю версию уровня. Постепенно локация будет дополняться новыми объектами и правиться согласно сюжету. Параллельно с локациями и сюжетом продолжается написание авторского саундтрека. В True Stalker появится не менее 20 собственных композиций, часть из которых, напомним, являются переосмыслением оригинального саундтрека Сталкера. Дата выхода проекта пока неизвестна. Создатели Legend Returns 1.0 выступили с традиционным отчетом о процессе разработки за последний месяц. Со слов модмейкеров, ими была завершена работа над геометрией темной лощины. Впереди планируется исправление небольших багов, отшлифовка и финальная компиляция. Из игрового мира окончательно исчезла локация Завод Росток. Теперь он станет единым целым с дикой территорией, как и было в старых билдах Сталкера. К скорому подключению и заселению готовится локация Чернобыль, он же сильно переделанный билдовский бар. Локация готова больше, чем наполовину. Также было проведено множество исправлений и доработок уровней промзоны и Тихие холмы. К небольшим изменениям и доработкам готовятся уровни Кордон, Свалка, Медприбор и, возможно, некоторые другие территории. Полностью с нуля переделывается спаун на игровых уровнях. Это поможет разработчикам исправить много врожденных проблем оригинального Call of Chernobyl и прошлых версий мода, возможно даже ускорить загрузку игры и оптимизировать сам игровой процесс. Заселение локаций также претерпит серьезные изменения. Продвижение в разработке имеется и по части сюжетной составляющей. Почти закончена реализация квестовой линии за группировку Слизня. Параллельно разрабатывается полноценный сюжет Монолита, который покажет полную историю одного монолитовца. Отдельный незаконченный эпизод был еще в прошлой версии. На раннем этапе создания находится сюжет экологов. Авторы отметили, что его стараются реализовать с нестандартным подходом. Наконец, множество изменений коснулось интерфейсов. В частности, переработан внешний вид инвентаря и диалогового окна. Одно из многочисленных движковых нововведений – возможность менять интерфейс в настройках. Пока на выбор доступны варианты интерфейса из билда 19.35 и 11.14. Спин-офф пространственной аномалии под названием «Последние дни» продолжает набирать обороты. Недавно создатели анонсировали появление в игре новых графических фишек, перекочевавших в мод из закрытого проекта «Загнанный». Картинка игры заметно добавила в освещение и обзавелась массой разных эффектов. Многие из них можно будет настроить с помощью консольных команд. Для наглядной демонстрации нововведений было выпущено несколько роликов и порция скриншотов. Отметим также появление в игре локации «Мертвый город». Сюжетная модификация Another Story меняет название. Новое имя проекта Signs of the Past – Грехи прошлого. По словам разработчиков, это название полностью соответствует сюжету мода и в полной мере его отражает. В ближайшее время модмейкеры обещают опубликовать дневник разработки, а пока для разогрева был представлен небольшой ролик с демонстрацией малой заставы. В закрытой группе разрабатываемой модификации OP2.1 появилась информация о скором релизе проекта. Если в процессе доработок и тестирования не случится ничего экстраординарного, то мод выйдет в декабре, а что еще более вероятно, к Новому году.
Разработчики Lost Alpha DC не перестают делиться фактами о свежем патче. Как говорилось ранее, в новой версии полностью переработаны все концовки, включая секретные, кроме классической с призраком. Но сами условия достижения секретной концовки также сильно расширены. Вместо 8 условий сделано 15. Это включает в себя исследование свободного мира и правильное прохождение определенных второстепенных квестов. Достижение этой концовки может стать настоящим вызовом для фанатов мода, которые уже неоднократно проходили сюжет и готовы попробовать что-то новое. По дате выхода по-прежнему ничего не известно. Галерея разрабатываемой модификации «Тайна зоны. История стрелка. Пролог» пополнилась новой партией скриншотов. Игрокам воочию была показана база группировки Грех на локации Темная долина, где мы сможем найти несколько ритуальных мест. Также на новых кадрах продемонстрирована локация Янтарь и Промзона. Добавим, что недавно разработчики объявили о положительном сдвиге в области работы над погодой. Теперь графика в моде выглядит как надо. Появилась информация и порция новых скриншотов с процесса разработки модификации Инверсия, которая создается на платформе X-Ray 1.6. Еще в начале октября была закончена сборка локационного пака, и сейчас активно продвигается работа над сюжетом на первых 2 уровнях. Квестовая линия на одной локации уже закончена. Также продолжается работа над графикой. В частности, разработчик пытается поднять четкость картинки с помощью шейдеров, чтобы избавиться от мыльца оригинального Зова Припяти и немного приблизиться к фотореализму и отчасти к рендеру Тень Чернобыля. Предстоит и основательная работа с бампами текстур, которые сейчас не устраивают создателя. В сети опубликована новая версия сюжетной модификации Dolchin Inception. Напомним, что проект разрабатывается на ресурсах известного Call of Chernobyl. В свежем обновлении создатель поработал над исправлением ошибок, изменил несколько сюжетных квестов и провел работу по редизайну локации Кордон. Кстати говоря, в игре были изменены некоторые другие уровни, в том числе и добавлены новые территории. По всей видимости, развитие мода будет продолжаться и в дальнейшем. Создатель Dead City Breakthrough представил изображение и видео новой подземной локации под рабочим названием Lab Atmosphere. Уровень уже прошел компиляцию заселения и теперь ожидает реализации сюжета. Располагается подземная локация под Чернобыльской станцией. Опубликовано первое изображение новой локации шахта Коммунар, которая была смоделирована в проекте «Отступник». Уровень воссоздавался отчасти на основе реального объекта, находящегося в Донецкой области. Отметим, что локация имеет множество новых моделей окружения. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал и оставайтесь в курсе всех событий и новостей из мира Сталкера. Всем спасибо, все свободны. До скорого!